Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что вот сегодня днем в прямом эфире вы присоединяетесь к нашему разговору с Василием Вакаровым. Он на связи. Василий Дмитриевич, приветствую вас. Александр Александрович, здравствуйте, рад вас видеть. Да, взаимно. Друзья, максимального общения с вами хотим добавить. Конечно, очень интересно, как вы пишете комментарии, на что обращаете внимание, на что указываете. Этого будет предостаточно, но в финальной части программы. QR-код, который видите возле меня, возможность перейти и каналу помочь, и на экран прям вывести, написать, чего хотите. И, в общем, будет это послание, никого не дожидаясь. А так, пожалуйста, сообщество YouTube абсолютно открыто, или клуб зрителей Шелеста абсолютно камерно. Оставляйте там заблаговременно свои вопросы, а также пишите в чат, но тоже в самом финале, потому что в начале может просто улететь ваш вопрос, и я его просто не увижу. А вот в финале, да, после того, как пройдемся по всем заранее оставленным вопросам, есть неплохой шанс пообщаться вживую, интерактивно, что называется. Интерактив есть у нас в нашем эфире тоже. Значит, вопрос сегодняшнего эфира звучит так. Кто больше не готов к завершению российско-украинской войны? Украина, Россия, США, Европа и Британия. Вроде бы очень все просто, да, и вроде как ответ очевиден, но возникают вопросики, особенно на фоне иранского противостояния. Сегодня Хексет вышел и сказал: самый мощный удар. Влупим сегодня самым мощным образом. Ну и много сейчас противоречий, ловят Трампа на противоречиях, но созвон с Путиным, где он как бы так отбросил помощь по Ирану Москвы, да, и говорит: вы там можете помочь, давайте завершайте войну в Украине, как-то вот неоднозначно выглядит. По поводу опроса, что думаете, кому невыгодно больше всего, чтобы война в Украине заканчивалась? Я думаю, что больше всего, к сожалению для меня, невыгодно Зеленскому и невыгодно нынешним властям украинским, которые, собственно говоря, и представляют Украину сейчас. Вот именно им, еще раз повторюсь, к сожалению, но объективно, я вижу, что им прежде всего невыгодно заканчивать войну на Украине. Друзья, голосуйте и вы. У нас пока как бы мы немножко разнятся, пока у нас наш вариант, точнее ваш вариант, который вы оставили с пока что лидером опроса, но может к концу что-то изменится. Об Иране. Ну, Трамп, конечно, хорохорится. Мощно, потужно, как бы сказали в Украине. Если мы предполагаем, что, в общем-то, война будет вестись до полного уничтожения, до полной победы, как об этом сегодня заявил Хексет, то как это будет выглядеть на земле? Вот Украину лупят уже 5-й год. Причем не так, как Иран, а гораздо большим количеством ракет, гораздо, скажем так, серьезнее массированными, комбинированными ударами. Иран по населению в 2 раза больше. По территории, собственно, тоже. Но видите, как успеха россияне вроде как не достигают. А вот Трамп намерен прям всецело уничтожить Иран и его руководителей. Тоже интересно, с сегодняшнего свежего брифинга Хексета он говорит: ну, надо, чтобы вот призадумался этот новый раненый Хаменеи, который младший и пришел на смену старшему. Получается, что будут вести войну до тех пор, пока власть, действующий режим аятолл, не капитулирует и не примет все условия Трампа. Сложит лапки, поднимет кверху и скажет: все, Америка, ты победила. Получается очень интересная история. Иран, вот нам все говорят аналитики, Трамп может закончить хоть завтра. Нет, получается, Иран может закончить хоть завтра. Я думаю, Саша, что если мы говорим об Иране и стараемся профессионально об этом анализировать эту ситуацию, то есть такой игрок, мы о нем пока что не говорили, по крайней мере, вы в анонсе, как Израиль. Непосредственно инициатором, побудителем, идейным вдохновителем на протяжении последних десятков лет, чуть ли не 50 лет, там, 70-х годов я видел прессу о том, что вот Израиль всегда говорил о том, что самым главным врагом для Израиля является Иран. То есть, понятное дело, что там, весь арабский мир или там не совсем арабский, но вот всегда выделялась тема Ирана.
И речи о том, что вот Иран скоро получит ядерное оружие, даже писала пресса израильская еще в конце 70-х годов. Поэтому эта тема, она вечная. И вот это первое. И второе, давайте конкретнее, ближе к нам. В прошлом году была так называемая 12-летняя война, когда между Израилем и Ираном, которые вписались в Соединенные Штаты Америки, но тогда, кстати, вписались и Германия, и Британия, то есть, по крайней мере, альянс был гораздо шире интересантов, то есть заинтересованных стран. Вот. Чем закончилась эта война? Вот эта 12-дневная война Израиля против Ирана, которую, значит, Израиль поддерживал США. Так ничем не закончилось. А она ничем не закончилась. Мы с вами помним, это вот буквально на днях, это, как говорится, даже если бы мы захотели, мы бы не смогли забыть. Но как оно продавалось или как была продана эта война? Эта война была продана, что все, мы разбомбили, все, что касалось околоядерного оружия, да, или там обогащенного урана. Мы все разбомбили. Нам показывали, помните вот эти фотографии, когда тяжелые бомбардировщики летели, как потом расписывали, как они бросали эти бомбы. И, наконец, значит, уже тогда президент Трамп объявил о том, что эта война, значит, закончилась полной победой. Мы уничтожили ядерное оружие. Прошло какое-то время, и снова война. Ну, значит, вопрос тогда возникает. Значит, либо цели были не те поставлены, да, либо те, которые поставлены, они точно не были решены, потому что в этот раз, в этом конфликте, который идет пока что меньше, чем 12 дней, ну, буквально там считанные, сколько там, суток двое осталось, да, чтобы это тоже было 12. Но цели другие. По крайней мере, было сказано о том, что нужно уничтожить режим Хаменеи, нужно было было целью убрать все руководство Ирана, ну и также лишить всякого военного, скажем, не то что, а вообще присутствия, чтобы все, что касается военной активы, все, что касается вооруженные силы Ирана, были уничтожены или, по крайней мере, снизошлено нет. Ни одной цели пока что я не вижу. Вы уже пару раз цитировали, как он называется, министр войны, да, Хексет. Значит, он говорит совершенно не то, что говорит Трамп. Даже вот последнее заявление Трампа и его министра войны, ну, послушайте, читаешь, такое впечатление, что как будто два разных человека говорят, или люди не понимают, или они не слушают одной цели. Поэтому, исходя из этого, из заявлений, знаете, Саша, заявление сейчас, причем как заявление, так и отсутствие заявлений, это все называется тень войны или дым войны, или, значит, окутывающее какое-то средство, потому что, как правило, все вот эти официальные заявления, публичные заявления, они либо врут, либо очень серьезно врут, либо искажают правду, либо вообще не говорят нам даже толику от того, что на самом деле происходит в действительности. И вот я, к примеру, анализирую прессу Израиля, и есть у меня приятели, которые там живут, политологи, достаточно известные, я знаком с ними, и я пытаюсь у них получить информацию, а что на самом деле происходит в Израиле. Потому что мы видим, как беспилотники летят иранские, мы видим, как иранская пресса и другая пресса пишет о целях, о том, сколько ракет, сколько беспилотников выпущено по территории Израиля. И практически, кроме там каких-то видео, что люди прячутся где-то, нету никакой информации. А что все-таки с аэропортом Бен-Гурион? А что все-таки с хранилищем ядерного оружия, которое там есть несколько центров? Я не видел этой информации. То есть она либо прячется, последнее, вчера я читаю, Нетаньяху убили. Биньямина Нетаньяху, премьер-министра США, убили. Да, это начала писать одна пресса. Я пытался понять, потом снова-таки звонил приятелю своему в Израиле, он говорит, да не может быть. Я говорю, ну смотри, давай так проанализируем с тобой. Дай Бог, пусть Нетаньяху будет жив. Но тут вот какая аналитика, какой у меня вопрос. А почему же тогда Кушнер и его партнеры, или наоборот, Уитков и Кушнер, как хотите, да,
они планировали полететь в Израиль, встретиться с Нетаньяху, и тут они, значит, отказались. Почему отменена встреча? То есть ничего, знаете, встреча там по состоянию здоровья, не знаю, по занятости, а тут вообще просто отменили встречу или нет. И я ему говорю, что вот смотри, два таких факта, возможно то, что Нетаньяху погиб или умер, это фейк, а вот в чем тогда причина отказа от встречи или почему она не состоялась? И вот я ему говорю, вот видишь, значит, один вопрос Нетаньяху, вторая – отсутствие встречи, третье – отсутствие какой-либо информации порождает слухи и домыслы, потому что мы все любопытные. Ты, говорю, можешь мне сказать, что на самом деле происходит в Израиле? Он так улыбается, он там возглавлял раньше спецслужбы, достаточно известно. Он говорит, это, говорит, Василий Дмитриевич, вопрос не на мою зарплату. С таким еврейским юморком. Что значит не на вашу зарплату? Говорит, что-то в том, что пишется, это правда. Но поскольку в государстве Израиль приняты правила, инструкции, правила, жесточайшим образом наказываются те, кто показывает какие-то видео или какую-то информацию от того, куда попали, значит, ракеты, куда попали беспилотники. То есть израильтянам, грубо говоря, запрещено говорить, запрещено показывать видео, аудио. Помните, Александр, когда значит, началась на Украине широкомасштабный военный конфликт, как на Украине показывали видео, аудио, фотографировались, пока это все не начали, скажем, ужимать, прессовать, и через какое-то время, через годик-полтора, все затихло. Очень редко мы что-то видим. В основном сейчас мы видим там действия ТЦК и так дальше. Я вернусь к тому, что Соединенные Штаты Америки, что публично и понятно и ясно сказал Трамп. По крайней мере, несколько вещей. Трамп сказал, что Великобритания, он назвал даже лузером Великобритании, он сказал, что Великобритания не помогла США, да, то есть не вписалась в ту антанту, которая есть. Франция вроде бы как вписалась, да, вот, значит, авианосец Шарль де Голль с Балтийского моря недавно прибыл в Средиземное море, выступил Макрон. Кстати, он там сказал мощно, как вы говорите, потужно. Но это, да, это так, Средиземное море. А что он сказал мощно? Подожди, он говорит, война быстро не закончится. Вот. Так, мощно. Я почему говорю мощно? Потому что если Трамп говорит, что война закончится быстро... Нет, Трамп уже сказал, что она вчера закончилась, и нефть это сразу как бы отыграла назад. Это правильно. И вот, мы уже тут, значит, Израиль обсудили. Тут Макрон. Знаете, значит, Мерц, этот самый, прошу прощения, премьер-министр Британии, говорит, нет. Мы, конечно же, за, но мы вот что мы, куда мы, можно много кому сюда приписывать, но вот если мы закончим анализ, по крайней мере, в этой части заявлениями Трампа, то вот вчера вечером я прочитал его пост, который адресован непосредственно премьер-министру Турции Эрдогану. И он пишет о том, что суть его, что Эрдоган, да, ты много говоришь, да, ты много рассказываешь, но я хочу от тебя дело. Что предлагает Трамп, по крайней мере, публично? А давай, говорит, убьем этого молодого Хаменеи. Давай сделаем, давай, поддержи меня, давай убьем. Что он? Слушайте, я уже не говорю о какой-то совести или каких-то других моральных факторах, моральных словах. Я просто, когда президент США говорит о том, Эрдоган, премьер-министру, давай объединимся и убьем вот этого человека. Что это такое, Саша? А если взять глубже, значит, Трамп преследует цель, безусловно, победы, и он призывает, он провоцирует. Очевидно, что и Израиль не спит, да, израильские спецслужбы этим же занимаются. Они ищут вариант продолжения войны, то, что называется по суше или сухопутными войсками. Да, то есть пока что мы видели провокации и заявления, что курды Ирака уже собрались, уже прям перешли границу. Мы видели о том, что азербайджанцы, как те азербайджанцы, которые живут на территории Ирана, как бы пишут, посылают призывы своим азербайджанцам в Азербайджане. Но мы видели пушки, значит, беспилотников. Алиев пару раз то говорил одно, то другое. То есть мы видим, как ситуация
вокруг Ирана, именно то, что касается ввод сухопутных войск, она не решена, но явно прослеживается мысль и идея в том, что Трампу очень нужно, чтобы была сухопутная, значит, операция, но, конечно, не ногами, значит, Соединенных Штатов Америки. Погодите, то есть вы считаете, что вот это, скажем так, расшатывание лодки, ну или конкретно указка, там, пас на курдов, пас на Алиева, пас на Эрдогана, да, пас тем же Персидском заливе странам, то есть арабам. Это вообще, да. То есть да. он же там конкретно Спасибо. говорит, Конечно. вот, они тут там... к нам присоединились, они вот за нас. Он это повторяет. Это, ну, смотрите, это вот ради какой-то сухопутной операции. То есть, исходя из логики, какая же логика последних там, десятилетий в контексте Израиля? Да? Логика же очень простая. То есть, Израиль все обижают, все страны как навалятся на него, как это Израиль жертва, да, на него все наезжают, обижают. Сбросить правильно? израильтян в море, в общем, стереть с лица земли, вот это такие доктрины, там, братья-муссульмане, разные, там, скажем так, группы, вот такой посыл. А Израиль оборачивает ситуацию руками, твитами, ртом Трампа, как бы наоборот. Все должны, арабы, развернуться на 180 градусов и побежать в сторону Ирана и, в общем, давить Иран, да, и как бы его как все вместе разрывать на части и делить. Вот такая просто логика, понимаете? Просто вопрос, насколько это работает и о чем это говорит. О слабости Трампа, там, или просто безмерной хитрости Израиля, который, собственно, использует сейчас Трампа вот в этой красивой, ну, для себя, да, игре, хотя мы в Израиле не понимаем, что происходит. Тут я с вами согласен, и мне там, то есть, когда ты там говоришь, смотрите, разбомбили там радиолокационную базу, да, Хизбалла, та, которая же там, ну что там той Хизбаллы часто, да? Вот смотрите, прилетела по стоянке с меркавами, с танками. Все говорят, это фейк, это ложь, ни к чему не верьте, ничего нет, Израиле все хорошо, ничего не долетает, все отлично, железный купол, проща Давида, все классно. А на поверху оказывается не совсем классно. А насколько не совсем, понять сложно. Эпизодически ты не выхватишь. Но это все, в общем-то, вот под таким туманом, чтобы всех принудить разбираться с Ираном. Всех, но не Трампа со своими войсками. Получится эта стратегия? Это, ну, как-то, знаете, для первой армии мира с такими мощными ударами, которые сегодня анонсируются, сегодня тоже будут проводиться и проводятся, ну, как-то слабовато. Мне кажется, что вот какой вывод я бы сделал по Израилю за последнее время. По крайней мере, за вот эти 2 года, которые мы все проживаем, мы видим 12-дневную войну, сейчас войну. Значит, государство Израиль окончательно превратилось из жертвы в агрессора. Вот это очень важно, я хочу акцентировать. Почему? Потому что последние десятилетия, особенно после тех миллионов жертв, которые понес еврейский народ во время Второй мировой войны, было признано, значит, этот народ, да, то есть преступление против этого народа было признано геноцидом. Даже во всем мире все понимали, что говорить плохо об евреях нельзя, потому что это тут же тебя могут привлечь к антисемитизму и так дальше. То есть это я говорю и о законе, и о морали. Сейчас как минимум моральная составляющая ушла. Она уже ушла, потому что Израиль никакая не жертва, а Израиль агрессор. Израиль дважды напал на государство Иран. Точка. Да, есть конфликт местный, да, есть конфликт тот, никто не отрицает того, что группа бандитов, пусть это будет Хизбалла, пусть будет это по-другому называется, как вы правильно сказали, еще с 20-х годов, да, братья-мусульмане, вот эта организация, она же существовала, да, она напала на мирных людей в Израиле, ну, мы помним, да, октябрь месяц, осень позапрошлого года, все это мы помним, но все-таки, если говорить языком цинизма, а мы же на Украине знаем, какая война совершенно другая идет, то этот конфликт не был тем, что называется первопричиной такой атаки или атаки такой силы, которые сейчас и в прошлом году, и сейчас применяет Израиль.
И не только по Ирану, и по Ливану, и по другим территориям, по Сирии. Израильская армия заходит туда, куда она хочет. Поэтому давайте вот, ну это мой субъективный вывод, да, этот момент, я просто хочу зафиксировать. Израиль перестал быть в моральном плане жертвой. Точка. Касательно геноцида или не геноцида, во всем мире, в Европе я вижу протесты. Я вижу, кстати, Стармер, говорят, что премьер-министр Англии, он ведет такую политику сейчас именно из-за того, что огромное количество палестинцев, огромное количество мусульман живут на территории Великобритании, и ему как политику невыгодно сейчас поддерживать Трампа и вот эту коалицию, исходя из своих меркантильных политических интересов внутри Великобритании. Можно много чего еще говорить, но тем не менее ситуация вот такова. Мало того, удар по школе, и то мы видели эти ужасные кадры, и появляется очень много информации о том, что это все-таки не Израиль, а Соединенные Штаты Америки ударили по школе, были похороны школьниц, были похороны учителей. Что это, как не, когда вот мирное население просто детей убивает, выносят ракетами, так это геноцид Соединенных Штатов Америки по отношению к Ирану. Можно так сюда, по крайней мере, в основании вот этого определения. Видите, как у Трампа все просто. Это же не сами себя обстреляли. Это конечно, это бьет по все, и причем вранье, и потом даже вытаскивает, что вот есть такие томагавки. Оказывается, у Ирана есть такие томагавки, а в других странах, если есть, то они такие томагавки. То есть, понимаете, при всех делах, я выделю Трампа, он агрессивный, он эмоциональный, он эпатажный, но у него все-таки кукуха не поехала. Он прекрасно понимает, что обвинение против массовых убийств таким образом, они безвременные. Его могут достать, даже его память могут достать, если Богу будет угодно. Поэтому он понимает, он говорит, я отмежевываюсь от этого. Нет, это Иран. Еще такое. Вы когда спросили, по поводу сухопутной операции и вообще сможет ли Трамп победить, и зачем это нужно? Когда я анализировал последние подобного рода операции за последние десятилетия, Ирак, совершенно не такая была операция. Другие. Я нашел общие операции, которые сейчас идет, которые применяют именно военные против Ирана, схожести на операцию по Югославии. Была такая когда-то замечательная страна, Югославия, на Балканском полуострове. И было принято решение НАТО, понятно, конфликты, Косово, создание, то есть я не хочу глубоко в историю уходить. И НАТО приняло решение бомбить, Белград и свергнуть политическое руководство Югославии. Со временем, не сразу, бомбежка закончилась, народ югославский вообще не понимал, как так, почему НАТО, за что людей простых убивает. Через какое-то время Милошевича арестовали в Гаагу, судили, но он умер во время суда. То есть так или иначе США и НАТО тогда достигли цели. Было очень много разницы. Сейчас самая важная разница в том, что нету никакого НАТО. В Иране нету никакого НАТО. Есть позиция Франции, есть позиция Британии, можно еще о Германии сказать. Есть позиция арабского мира. Вернемся к сухопутной операции. Если сухопутная операция не будет проведена, то тогда уже на сегодняшний день очевидно, масса объективной есть информация о том, что действительно, Соединенные Штаты Америки ударили по многим объектам. Действительно, свергли политический режим. Хаменеи номер 2, то есть сын уже стал руководителем. Иранцы научились, отработали инструкции, что если выбивается начальник генштаба, другой становится. То есть иранцы научились, я имею в виду власти Ирана. А чем живут народ? Чем живет народ Ирана? Вы правильно сказали, что около 90 миллионов людей в Иране живут. На Украине, дай бог, я думаю, что в 3 раза уже меньше. То есть если 30 живет миллионов на Украине, то, это, я еще раз говорю, дай бог. В чем разница? Тут тяжело говорить об операции на Украине, операции в Иране, потому что первые дни, если вы помните,
российские ракеты долетали до Западной Украины, то есть Россия показала, что мы можем так, и высадила десант, а также значит, Национальная гвардия шла по дорогам Украины. Сейчас, вы правильно сказали, 5-й год идет военная операция, идет сухопутная война, да, то есть линия боевого соприкосновения, сколько там, около 2000. Есть сотни тысяч погибших, а может быть, а если с ранеными, то миллионы, да, то есть потери. И бьют, российская армия бьет по территории Украины ракетами, беспилотниками, украинские вооруженные силы бьют по территории России, в основном беспилотниками, ракеты там, вроде бы, не знаю, есть морские, точно подтверждено, такие, ну, по крайней мере, я не знаю подтверждения. Итак, но огромнейшая разница, принципиальнейшая разница в том, что, во-первых, между Россией и Украиной есть одна граница, во-вторых, у США нет границы с Ираном, даже у Израиля нет. Во-вторых, я все-таки считаю, что россияне и украинцы один народ, со мной можно спорить. А я все-таки вижу, что заявления даже политиков российских, которые говорят, мы точечно наносим удары. А здесь, какие точечные? Здесь просто выбивается все, я имею в виду ракетами Соединенных Штатов Америки. Это вторая причина. Но самое важное, здесь, я думаю, тоже считают, и в России считают, и в Киеве считают деньги. Сколько денег пошло на войну? Запад считает, вот недавно Кая Каллас, да, по-моему, на днях сказала, что порядка 195 миллиардов долларов Европейский Союз, значит, направил в качестве помощи на Украину. Соединенные Штаты Америки, там разные цифры, от 350 миллиардов до там 100 с чем-то миллиардов. Но тем не менее, Александр, это миллиарды долларов потрачены западными партнерами, потрачены на поддержание войны, значит, на Украине. А Соединенные Штаты Америки, я читаю, одни американцы говорят 6 миллиардов там за пару дней, некоторые говорят уже там 12 миллиардов, 14. И самой главной цифрой или доказательством того, что Америка проигрывает, именно компонентом, давайте так аккуратно возьмем, это то, что американцы своими дорогостоящими ракетами сбивают беспилотники иранские, которые не в 100, а в 1000 раз дешевле. Понимаете? И вот говорят, что, подождите, там 900 ракет таких-то, 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 такого-то класса было пущено, значит, со стороны Соединенных Штатов Америки за вот этот конфликт. Это что, спрашивают себя американцы? Это мы своими ракетами сбиваем вот эти дешевые беспилотники? Выглядит таким образом. Так это, говорит, глупость. Это глупость планирования. И вот можно наводить многие другие моменты, но когда Хекзет, тот, которого вы вспоминали, он же военный министр, он видит, что нет успеха. Он видит, что да, первые дни вот то, что было, а дальше он не видит. Иран живет своей жизнью, иранцы ходят на работу, да, у них нет интернета. И самое главное в этом анализе, давайте возьмем море, и давайте возьмем вот эту вот ту самую огромную разницу между украинским конфликтом и иранским. Да, Черное море, первые дни шли атаки и идут атаки, но сейчас как-то работает зерновая сделка. Сейчас каким-то образом через Дунай заходят, выходят кораблики, разгружаются, выгружаются. А вот то, что сейчас около, сколько там, 20% мировой торговли замерло, и танкеры не ходят, понимаете, и цена на нефть, мы видели, как она подскочила. Заявление Трампа, да, он сделал, что война закончилась, и вот это очень важный момент. Трамп только заявил, что война вот закончилась, и тут же цены на нефть рухнули. То есть я просто пытаюсь подвести базу, что экономика, расчеты, и не только США, играют значительную роль в том, что называется война Израиля и США против Ирана на сегодняшний день. Разговор Трампа и Путина. Насколько, ну, скажем так,
степенно, очень и очень в позитивном, давайте так оценивать, мы можем с вами оценивать, почему нет. Безусловно. Был комментарий Ушакова по этому поводу вчера. И насколько, ну так, картинно, делано, как бы так отмахиваясь, говорил об этом Трамп. Хотя, по сути, да, сказал, что поговорили там про Иран, хочет быть полезный Путин Ирану. Многие сопоставляют очень интересное, как это, совпадение. Ну вот, например, на выходных было Пезешкиана, вот это вот, которая там не так истолковано было немного, но достаточно сенсационная была история, когда он вышел и сказал: мы не хотим стрелять, только как в бригаде, братва, мы не хотим стрелять, мы наблюдаем. В общем, имеется в виду, что если вы от нас, со своих стран, не будете запускать по нам ничего, и мы по вам стрелять не будем. Вот. Сегодня, вот, например, заявление тоже от Высшего совета, тоже там представителя, он выходит и говорит, у себя пишет в соцсети: Ормузский пролив будет или проливом процветания, будут богатеть люди, то есть, или он будет проливом поражения для Америки. Трамп говорит: так что вы, танкеры, давайте смелее, я разрешаю, ходите, мы обеспечим этот пролив. Если не обеспечим, мы так вообще разнесемся в хлам. Ну, то есть, угрожает. Но тут же интересен же момент, как бы, если по сути, то Россия снимает вот эту историю с ограничением для торговли Россией нефти на фоне этой ситуации. Путин говорит: а мы перестраиваем рынки, да, то есть мы зарабатывать хотим. Европа: извините, ничего личного, только бизнес. И вроде как многие издания, многое пресса пишут о том, что, ой, ну как бы Путин выигрывает от всего происходящего, да, по цене, по поставкам, по, скажем так, прикрытым заводам арабским. Хороший или плохой был разговор, да? И вот чего в нем было больше, на ваш взгляд, Ирана или Украины? Я бы сказал так, что разговор действительно был. Российские СМИ пишут, американские пишут. Мало того, нюанс в том, что Трамп позвонил Путину, президент Соединенных Штатов Америки набрал президента России. Ну, это никакая не сенсация, они часто созваниваются, но за время, вот, я вам скажу, Александр, значит, в конце декабря месяца Россия объявила о том, что украинские беспилотники атаковали резиденцию президента России в Валдае. Да? Значит, потом спецслужбы России сказали, что это ракеты, это беспилотники ВСУ. То есть позиция была четкая России. Соединенные Штаты Америки не подтвердили, они и не опровергли, но и не подтвердили вот этот факт. Почему я от него, пытаюсь отталкиваться? Потому что это была последняя такая на уровне руководства, да, разговор. Да, вот действительно, после этого, вот уже, считаю, у нас скоро середина марта, 10 марта, да, а разговора Путина с Трампом не было. Это первый разговор. Мало того, уже идет война в Иране, тоже разговора такого не было. Что произошло? Почему Дональд Трамп позвонил? Да, переговоры идут. Что произошло? Почему Дональд Трамп набрал Владимира Путина? Что здесь более важное, Украина или Иран? Мне кажется, что предшествовало этому разговору, как минимум, много было событий, но я бы выделил два. Первый – это то, когда Соединенные Штаты, сначала Британия, а потом Соединенные Штаты Америки сняли санкции на покупку российской нефти. Сняли санкции, ведь раньше же давили, а сейчас сняли санкции, и иранские бизнесмены просто хлынули на то, что называется, на российский рынок, и скупают всю нефть. Всю нефть, где бы она ни была, там, в скважинах еще, которая будет, уже сейчас в танкерах, или танкеры, которые по морям и океанам бороздят. Индийцы закупают все. Просто скупают. По нефти, второе я бы хотел ответить, что Иран, как продавал свою нефть Китайской Народной Республике. Я видел последние цифры на сегодняшний день, что Китай просто рекордные поставки осуществляет закупки иранской нефти.
значит нефть здесь важнейшая составляющая. На этом фоне, я просто сюда, поскольку мы говорим о нефти, приплюсую проблему между Украиной и Венгрией. Что сделал Зеленский? Зеленский заблокировал поставки российской нефти на территорию Венгрии, Словакии, ну и дальше. Да, там, политики мы можем говорить, но пока что вот насколько все-таки важна нефть, да? То есть это не Украина, не Иран, это просто нефть. То есть война, кроме всего прочего, да, тут же война, понимаете, нету такого, как украинцы кричат, вот, мы незалежні, мы хотим восстановить границу до 91 года, не отдадим Донбасс. В Иране никто такое не говорит. В Иране говорят, мы просто-напросто, извините, расхерячим вас всех. Кто бы сюда не сунулся, мы просто говорим вам всем, не суйтесь, ни США не суйтесь, ни Израиль не суйтесь, ни арабские страны, которые поддерживают, да, атаковали или предоставляли аэродромы. То есть Иран просто сказал всем, мы настолько сильны, могущественны, выстроимся против всех. Итак, нефть. Теперь второе. Разговор непосредственный Путина и Трампа. Сегодня уже, вот вчера заявление Ушакова было по одному сформировано, а сегодня господин Песков, пресс-секретарь президента России, тоже давал ответы на вопросы, и он немного по-другому уже начал говорить о том, что якобы не было в переговорном моменте, в телефонном разговоре, не было затронут вопрос снятия санкций с Российской Федерации. Почему? Потому что вот вчера, когда было, скажем, не только Ушаковым, российская пресса писала, что эта тема была, тут же аналитики, да и я грешным, грешным. В общем, аналитическим своим умишкам прикинул, думаю, подождите, если должна быть сделка, Трампу нужна сделка. Сделка какая? Ты мне помогаешь. Ты мне, Владимир Владимирович, помогаешь с Ираном, и я тебе помогу с Украиной. Что значит? Это просто, оно как бы на поверхности. Что значит, вы скажите, это в духе Анкориджа или нет? Вот. Грамотно. Подловили. Я думаю, да. Я думаю, что это в духе Анкориджа, потому что доверенный разговор между Трампом и Путиным состоялся. Об этом разговоре в Анкоридже, об этом разговоре мало кто знает, а есть детали, которые никто не знает. Поэтому, понятное дело, что и министр иностранных дел Лавров, премьер России, и другие лица говорят о духе, давят на Трампа, что давай доделывай свою работу. В чем тут суть? Если американская пресса и очень многие американские обозреватели начали обвинять Россию в том, что Россия передает секретные данные, она передает космические данные, о базах Соединенных Штатов Америки, и другие, которыми иранцы пользуются и лупят по всем военным базам Соединенных Штатов Америки. И в этой связи Дональд Трамп мог сказать, слушай, Владимир Владимирович, прекрати давать разведывательную информацию, она бьет по мне, да, давай я тебя прошу, прекращай. Тогда, Владимир Владимирович, это моя конспирология. Владимир Владимирович тогда сказал, слушай, а вот Украина, ты что, вот смотри, выборов нету, Зеленский сидит, мало того, вредит, гадит, рассказывает всякую белиберду, мало того, смотри, даже на твоего друга Орбана наехал, а я, говорит Владимир Владимирович, я как обещал давать нефть и газ, я буду давать, видишь, я хороший, давай сделаем сделку. Оно было на поверхности, поэтому я выдал. Но на самом деле, я думаю, что здесь больше было все-таки Ирана, потому что теперь очень спокойно и выдыхая. Владимир Владимирович Путин за время начала военной операции на территории Ирана обзвонил или ему позвонили практически все руководители стран Персидского залива и не только. И Россия стала, когда две страны или коалиции воюют друг против друга, всегда находится третья, которая может предложить себя в качестве посредника. И Россия в конфликте США против Ирана, США и коалиции, идеальный посредник, идеальный.
И она сказала, я готова, я могу выступить посредником между и урегулировать этот конфликт. Ведь, смотрите, когда Ушаков вчера говорил, что Владимир Владимирович Путин благодарил, что Трампа есть инициатива, что он благодарил Трампа за то, что тот миротворцем. Читаю я за этим текстом, а я такой же миротворец, как и ты, только в конфликте твоем с Ираном. Итак, ты посредник в конфликте Украины с Россией, а я посредник в конфликте Ирана с Соединенными Штатами Америки. Вот так, это мое, еще раз говорю, умозаключение, самое важное, что все-таки было в этом разговоре. Смогли ли они дальше договориться? Это уже, Александр, это уже не просто дух анкориджа, это уже такой нюанс, который, закончился же чем, что о Европе, вот Путин говорит с Трампом, Трамп с Путиным, они говорят об Иране, они говорят о нефти, и они говорят об Украине. А о Европе кто-то из них говорил? То есть ни резюме, нигде я не читал, что вот каким-то боком здесь к этому разговору Европы. Такое впечатление, что ее нету. Ее нету ни в конфликте на Украине, ни в конфликте с Ираном. По крайней мере, два президента об этом не говорили. В общем, тут интересно про Европу, что Урсула фон дер Ляйен посыпает свою крашеную голову, седую там уже точно, она уже не молода, пеплом, говорит о том, что зря мы отказались от атомной программы, позакрывали атомные мощности, а так бы сейчас было полегче. У меня к вам, такой полуперсональный вопрос, да? Скажите, пожалуйста, так а что вот всех поражает в сети, как на свои собрания, на своем митинге партийном, там же предвыборная кампания, плюс еще ответы на вопросы были от парламента правительству. Орбан как бы раскатывает Зеленского. То есть очень там это все грубо, что вот тебе дали деревянный меч и сказали сражайся, самоубивайся, ты думаешь, ты великий. В общем, прям ответил так, как ответил. Достаточно пламенная речь была. Как вот этот венгерский капкан вообще, сопряжен с переговорной линией, с линией вот этой вот принуждения Зеленского, Украины, скажем так, мы понимаем, что и Британии тоже, мы не будем уходить туда глубоко, но все уже, кто смотрит мой канал, следит за ситуацией вообще на других каналах, они все понимают, что а чьи деньги там на Ближнем Востоке, да, что это они тут такие? Понятно, что британские счета, понятно, что, собственно, британский след, жало там англичанки, мама, не горюй, как глубоко вообще на протяжении истории, да, в этом всем успехе и в этом всем дубайском счастье, этом хрустальном мире, который посреди пустыни, град возведен такой, там, прибежище всех инфлюенсеров, эскортниц и всех остальных. Понятно, что, в общем-то, Британия там имеет большой интерес, и многие расценивают вот эти события как ударом тоже по интересам короны, прежде всего. И в конце концов, там же монархии, персидские монархии, они тоже связаны с Британией. Но суть вопроса в другом, да? Как Орбан и вот это как бы закрутившаяся история с инкассаторскими машинками, с денежкой, которую сегодня парламент сказал, не-не-не, мы придержим до выборов, не надо тут вот это вот. Как это вообще повлияет на наступление мира в Украине? И влияет ли оно каким-то образом, прямо влияет или нет? Смотрите, Александр, прежде всего по британской короне ударил Эпштейн. Или, скажем, дело Эпштейна и поведение всех этих, знаете, представителей голубой крови и всякой другой, да, которые замешаны там. Оказалось, что никакой морали у этих людей нет. Они учат нас, они учат всему миру какой-то морали, да, каким-то правилам неписанным, а сами живут без правил. Поэтому там, не сегодняшний это анализ, второе, потому что в начале анализа своего вы сказали,
мол, Урсула фон дер Ляйен бежит в одну сторону, говорит, давайте восстанавливать атомную энергетику, она, мол, такая классная, она вообще вот не вредная, а Мерц сказал, причем жестко сразу, что нет, Германия не будет восстанавливать. Это значит, что началась дискуссия, начался спор, началась дискуссия. Это значит, что люди, которые стоят из-за, значит, Урсулы и за Мерцем, они вкладывали деньги, одни говорят, не-не-не, давай мы будем, в это не будем вкладывать, мы будем снова-таки в атомную энергетику, другие говорят Мерцу, держись. То есть это уже дискуссия. И сюда бы я добавил заявление Макрона того же, который сказал, что вот мы, говорит, Франция, покупаем уран у России. А ведь есть уран и в Казахстане, в Монголии, в Канаде. Почему только в России? Давайте мы будем диверсифицировать. Это все два вопроса вокруг атомной электроэнергии, и вокруг урана, вокруг добычи, вокруг переработки. Пытаются переделить рынок или застолбить за собой позиции. Но это вопросы такие, знаете, европейские, очень серьезно, глубоко европейские и глубоко вот этих технократов, которые сейчас рулят Европой. Это важно, но сейчас более важен ваш вопрос Орбан-Зеленский. Знаете, есть то, что есть законы, есть правила, а есть, как вы сказали, дух анкориджа. А поскольку я сам уроженец Закарпатья, и я до сих пор, мне многие люди пишут, и даже те, которые в Венгрии сейчас, ну многие, это такая тема, прям звонят, пишут. Вот дух венгров и дух отношений, которые были. Ведь, понимаете, когда Путин освободил двух людей, которые попали в плен с украинско-венгерскими паспортами, причем не просто освободил, а министр иностранных дел Сиярто посадили в самолет, привез, показал венграм. Ой, сколько эмоций я услышал. Сколько эмоций я услышал. Так, а что за эмоции? Подождите, о чем речь? Ну это же хорошо, подожди, любое освобождение, любой обмен. Какой Путин молодец. Он венгров отдал венграм, а не Зеленскому. Это значит, что остальные венгры, которые и остальные люди, так вот возьмем, остальные люди, граждане Украины, у которых есть два гражданства, украинско-словацкое, украинско-венгерское, румынское. Слушайте, Саша, я как-то еще до СВО летел в самолете, и у меня просто-напросто, человек, он попутчик. Значит, мы что-то разговорились, в самолете было время, чесали языками, он достал из своей сумки, своего пакета 8 паспортов. Причем там, какой-то паспорт Приднестровья, Румынии, Молдовы, Украины, Венгрии, вид на жительство Польши, какой-то из стран Европейского Союза тоже что-то такое, карта побыта. Короче, я ему говорю, зачем тебе это все? Он говорит, как? А вдруг плен? Говорит, у меня, да, а я, говорит, вытаскиваю, если, говорит, меня допекут, я выкладываю, говорит, на какой-то пограничном пункте, говорит, выбирайте себе какой. Причем, говорит, все законно. Я говорю, да ладно, все законно. Говорит, поверь мне, сейчас я там что-то приплачу. Чему я говорю? Что таких людей, тысячи, если не сотни тысяч на Украине, у которых есть несколько паспортов. И это знак, что если тебя Зеленский через ЦЦК бусифицировал, ты попал на войну, каким-то чудом ты попал в плен, и ты можешь быть возвращен, секундочку, не на территорию Украины, а в Венгрию. Тебе не надо бежать через Тесу, тебе не надо бежать через Карпаты, ты там можешь утонуть. Иди, сдайся в плен, и тебя могут освободить. Но это такой примитивный, но это было, Саша, и это было очень много эмоций на эту тему. Я просто их высказал. Теперь касательно конкретной войны. Это война. Это война между Европейским Союзом и Орбаном. Конкретно, не Венгрией, Орбаном. Есть команда, есть цель съесть этого парня, сожрать его, убрать. То есть вот убрать и все. Потому что он, очень долго при власти, и он не попадает в эту мейнстримную тематику. И против него нашли парня, дали ему денег, а может быть и не дали, может пообещали, сказали Зеленскому, вас. И Зеленский, это уже, если премьер-министр Фицо говорит, что, слушайте, у нас есть доказательства, что это блеф. Если уже руководство Европейского Союза пишет, сегодня тоже какое-то письмо написали Зеленскому, что пусти нас, мы хотим посмотреть, что с этой, нефтепроводом дружба. Зеленский говорит, нет, я вас не пущу. То есть, конечно, не пустят, потому что есть возможность качать.
Ну, поэтому он не Конечно, пустит. да, да, да. Ну, то есть, Ну, там же вот ты команду... рассказывал, и это я показывал там у себя в прямом эфире в шуме. Это же, конечно, это же цирк, понимаете, на дроте. Рассказывает Шмыгаль, министр энергетики, говорит, вот, Да. попали, все поняли, Изнутри. Ну, я читал этот то бред, есть Саш. Ну. кипящая нефть, а мы ее Да, кипящая, выкачивали. нет, да, куда ее выкачивают? Ну, покажи, ну, что ты, бред. Суть в чем? Зеленский не даст нефть в Венгрии, пока не придут выборы 12 апреля, да, через месяц выборы. Вот в этом суть. Заявление Фица, венгра, давайте сначала венгров. Когда Мадьяр, противник Орбана на выборах, кстати, имеет неплохие шансы, да, потому что мы видим, там разрыв есть и в его пользу, имеет неплохие шансы стать политиком венгерским. Вы знаете, правительство Венгрии, конечно, чувствует уже победу, но даже он, будучи руководителем оппозиции, сказал, что Зеленский, это неправильно. То есть он пытается в своих, конечно, политической борьбе, но зарабатывая очки, но тем не менее выглядит так, что оба венгра, которые сейчас сражаются за власть, они объединились и говорят, нет, Украина, Зеленский, ты не можешь так поступать по отношению к нам. Игры идут, и игры быстро не закончатся. Что это для Украины? 90 миллиардов нет. Из этих 90 миллиардов 30 миллиардов точно нет. Европейского Союза продвижения какого-то нет и быть не может, потому что заруба. Инкассаторы. А чьи деньги, Василий Ильич? Вот смотрите, кроме шуток, вы же, как бы, и вы рассказывали в наших эфирах, вы же антикоррупционной деятельностью занимались. Конечно. Вы можете что-то внятное сказать, а что это за деньги? И что это за история, когда этих инкассаторов встречают как героев на границе, когда рассказывают на следующий день, потом говорят, смотрите, они там их завязали глаза, там человек потерял сознание, с оружием, они без оружия. В общем, это все вот на территории Венгрии. Зачем нам это кино показали Министерство иностранных дел Украины? Затем, чтобы заблудить нас и отвести от реального к каким-то, прошу прощения, фикциям. Реальная картина вот какая. На Украину очень много денег передается в евро, в долларах разными странами, инвесторами такими. Но деньги, Саш, когда тебе на счет пришла денежка, ты ее можешь отправить на счет другой. А кешить тебе нужно снять кэш, тебе нужны физические деньги. Физические деньги на Украине в виде гривны есть. Вот так вот. Нету, напечатать еще. А вот физических денег в виде долларов, в виде евро мало. Почему мало? Потому что физически раньше, до начала специальной военной операции, на Украину прилетали самолеты. Привозили специальные, есть рейсы специальные, когда привозили американские доллары. Причем упакованные, новые. Ну, мы видели у Миндича, да. Привозили и так дальше. Привозилось кораблями, привозилось поездами. То есть были разные виды поставок. Я говорю о деньгах, о тоннах денег, живых, скажем так, упакованных. То, что называется, можно пощупать. Фиатных денег, как их называют еще вот банкиры. Да? А самолеты сейчас не летают, в вертолетах ты много не навезешься, корабли периодически их туда лупят, и там горит не только оружие, там горит и наркотики, и деньги. Одним из небольших вариантов, или единственными вариантами, это либо поездом можно привозить сейчас, либо легковыми через инкассаторов. Ведь в схеме этой Банка Австрии везется на территорию Украины, значит, валюта. Она же может из Райфайзенбанка австрийского, Райфайзенбанк украинский, это абсолютно нормальная схема. Это, я везу с банка деньги, послушайте, это нормальная европейская практика и так дальше. И тут хлопнули этот банк, хлопнули этих инкассаторов, там были доллары, там были евро, там были золотые слитки. Александр Александрович, это деньги кешевые для того, чтобы дальше Зеленский рассчитывался, во-первых, накапливал себе, и, во-вторых, рассчитывался за откаты. Откаты же за разные сделки, за выполнение чего нужны живые деньги, тонны денег.
Знала об этом Венгрия? Догадывалась. Знали об этом антитеррористический центр? Конечно, догадывался, вел. Но и тут, как это говорит, два в одном. Да, два в одном. А давайте-ка мы хлопнем. Знаете, как любой политик, это мы, когда там строим какие-то конспирологические технологии. Да нет, любой политик, он живет в это время, в моменте сейчас. И он видит свои проблемы. У Орбана проблема с Зеленским. Он перестал ему качать нет. Он говорит, я сейчас тебе... Что мы для Зеленского? Что от меня идет Зеленскому? Идут деньги. Мало того, это даже не от меня, а от кого-то. Не будем, да? Вот давай хлопнем. Хлопнули. Но хлопок, это там морду показали. Это вы говорите, почему показали? Потому что так будет с каждым. Это же показушная вещь. Там парень с этого СБУ, который крышевал эту всю вещи, там каких-то, причем БТРами, классическая операция. Перехватили, забрали, глаза закрыли, все расписали, причем расписали венгры, что смотрите, вот красиво, давайте, кушайте, да? Это пугающая вещь. Это вот так Орбан делает со своим противником. Он говорит, смотрите, ребята, тут же какой сигнал. А на Украине есть ребята, которые ждут эти денежки. И он им говорит, Орбан через голову Зеленскому, говорит всем тем, чьи это деньги были. Он говорит, знаете, это же кто виноват, что у вас денег нет? Зеленский. Зеленский виноват. Вот и все. Это раз, два, три. И теперь, ребята, жулики, проходимцы или честно заработавшие, слушайте, может быть, там люди на Энергатом поставляют что-то честно, там, я не знаю, поймали недавно, сегодня я читал за взятку какого-то руководителя одного из предприятий Укравтодора. Послушайте, Александр, так ловят же, кто-то там на портах, кто-то на Укравтодоре, кто-то на рыбе, кто-то на спиртном, кто-то на контрабанде, кто-то на лесе, кто на энергетике. На Украине такое пище. Так зарабатывали раньше, так и зарабатывают. Просто темы немножко сместились, да? Кто-то на оружии, кто-то там на наркотиков стало больше. Но как вы хотите жить? Как вы хотите жить, если нету кеша? И Орбан говорит, вот теперь объединяйтесь все против Зеленского. Все как-то объединяются в рамках Зеленского. У нас там все говорят о новом технологичном проекте. Партия «Шлем» или партия мэров. Смотрите, какой Терехов, публичный, медийный, популярный. А Ким, о котором песни еще с 22 года пишут. И вот они все как бы вот так дружненько начали активничать, там про ТЦК начали выступать поперек линии партии. Но ходит же вот эта история с разнарядкой, что нужно еще наловить 200 тысяч и броситься в какое-то решительное контрнаступление, то ли на юге, то ли опять зайти на территорию России, и для того, чтобы как бы усилить переговорные позиции сейчас. Сейчас вообще, сегодня новости вы видели, Днепропетровская область почти вся освобождена. Там 3 села довоевывают, 2 села зачищают или наоборот. Это прям говорят генералы во всеуслышание. Дипстейт, правда, на картах рисует о том, что опять между Донецкой и Днепропетровской областями продвинулись вперед. Возле Гуляйполя продвинулись вперед россияне. Но нам говорят, как это... Такой замысел, это там, отставить панику. И людей ловят. Истории уже просто, они как вот, знаете, как из пулемета вот эти бусификации с поножовщинами, с отпором, без отпора, с женщинами, которых хватают, бросают об землю. Более того, сейчас даже говорят, что это вообще, давайте и женщин тоже, а что это они тут ходят? Тут можно им все, бизнесы открывать, ездить туда-сюда, не трогает никто женщин. Давайте их тоже как-то, если там не полностью, как мужиков, да, хоть как-то там ограничим, а то они слишком вольготно себя чувствуют, мужики на них все попереписывали, и они вот это вот, скажем так, тут разбогатевшие, обнаглевшие, еще и дерутся с ТЦКшниками. Нет, надо что-то с этим делать. План у Зеленского войну-то продолжать и отлавливать дальше людей. И я почему мы это время уделили этим инкассаторам, это же, деньги – это кровь войны. Нефть – это кровь войны. Деньги, значит, обесцениваются. Нефтепродукты, значит, дорожают.
А человеческий, получается, ресурс в качестве компенсаторного механизма становится дешевле. Ну, такая логика. Когда-то еще, вообще времена 90-х годов, потом уже нулевых, но особенно в 90-х, появился такой термин «новобогатые» или «новобогатие» на украинском языке, да, когда, я не говорю об олигархах, их там не так много было и не так много есть, я говорю о том классе, который начал подниматься на ноги и становиться богатыми прямо у людей на глазах. Вот вроде бы человек был как все, а тут начал резко выделяться, да, там, в селі хату побудував, там, машину новую, ну и так дальше, да, то есть вот это я говорю о социальном срезе украинского общества. Потом начали строить вокруг городов уже целые поселки. В общем, значит, на Украине начало меняться лица богатых людей. Сначала, раньше это были номенклатурщики, потом пошли вот эти полубандиты, полурекет, полувласть. Дальше это все перешло во власть, и уже было непонятно, кто бандит, кто депутат. То есть как бы, ну, те стали этими и наоборот. И вот это вот слой менялся. Вот. Значит, что сейчас в этом срезе самое модное, самое не модное, а самые богатые люди сейчас работают в ТЦК. На втором месте это медицинские вот эти центры, которые дают справки. Ну и на третьем уже дальше, понятное дело, что кто занимался наркотиками, тот и сейчас. Причем наркотический бизнес, по моим ощущениям, я только собираю данные, очень тяжело собрать, но на Украине наркотические бароны и те люди, которые живут в схемах, они гораздо, они поменялись, там кто-то кого-то убил, кто-то кого-то, ну, в общем, пришли тоже другие люди за ними. Одним словом, сейчас самыми богатыми людьми становятся те, кто не просто владеет оружием, а кто имеет право применить это оружие. На войне военные, вот эти ребята, да, от капитанов там, до подполковников, они вряд ли обогатились очень серьезно. Да, там пишут о схемах, когда зарплаты затягиваются, или когда справки выдаются, значит, за деньги, или когда отпускают в отпуска. В общем, есть. Но это, слушайте, это не богато. А вот ТЦКшники, медики, вот и вся вот эта вот круговерть, которая идет сверху до вот этого, вот они стали супербогатыми людьми. Кого не возьми из них декларации, даже публичные декларации, миллионер, нет, так, не он так теща, неважно что, я напомню, что в 2023 году была проведена реформа на Украине, в 2023 году уже Зеленским. Ему надоела коррупция в военкомах, ТЦКшников, он убрал всех, кто был, и поставил на их место военных, то есть ребят, которые уже имеют опыт войны. Сейчас Федоров говорит, что этих всех тоже надо к чертовой матери убирать, потому что коррупция. Итак, это коррупция номер один. Украина поменяла свой облик. Что нужно дальше? Как эти люди привыкли жить? Им нужно откуда-то забирать деньги. Вот поэтому и начинаются вот вещи. А давайте женщин будем брать. Ну, о чем мы женщин не трогаем? Надо найти новые объекты, с кого можно сдирать деньги. И женщины сюда подходят идеально. Мало того, женщины, во-первых, ездят, работают, а во-вторых, у них действительно не могут приехать сюда. На женщинах сейчас держится все то, что называется мирная или реальная жизнь на Украине. Мужики на фронте либо прячутся, да? Ну, есть категории, которые выехали. А вот женщины, они, во-первых, кормилицы, они, во-вторых, двигаются по территории страны, они ездят по Европе туда-обратно, и они даже мужиков, которые те прячутся в квартирах, они их кормят. Женщины ходят в магазины, кормят. И теперь женщин, смотрите, значит, по сравнению на 1 января даже этого года, я прочитал, что в составе ВСУ уже более 12% военных – это женщины. Причем женщин берут в качестве раньше как радистки, связистки,
медики, а сейчас беспилотники. То есть есть целые подразделения беспилотных войск, то есть маленькие, где только женщина, да? Кстати, недавно я прочитал, что значит, был удар беспилотниками российскими, и погибло в один момент 12 женщин, которые вот беспилотников, да, накрыли их, да. Женщины, Саша, почему я говорю, что они основа основ? В таком положении вещей, которые сейчас находится украинское общество, женщины еще выполняют вот какую роль главную. Мужики, конечно, без них нельзя, но женщины рожать или не рожать принимают решение женщины. Что бы мы, мужики, не говорили, я хочу, я не хочу, нет. Принимает решение женщина. Хочу родить, не хочет не родить, тем более сейчас. В такое время военное, когда мужики на фронте, а когда некоторые сбежали, женщины не хотят рожать. Они, просто они боятся за безопасность своих детей. А вдруг что-то с ней случится? Мужик на войне, я тут рожу, кто будет ребенка воспитывать? И вот эта вот вещь, третий пункт, да, я читаю Эллу Либанову, ведущего демографа Украины, я читаю других людей. Они говорят о катастрофе того, что называется состояние демографии на Украине. Именно из этих вот моментов, которые мы сказали про женщин, да, вот три как минимум, что все держится на женщинах, что женщины боятся рожать, и женщины же и ездят, кроме того, значит, ездят с одной стороны в другую. Так а что же эти женщины так поддерживают Зеленского? Вот же возникает в чем вопрос. Знаете, Александр, вот это вот загадка. Когда вы задаете такой вопрос, или я здесь, там, или где-то общаюсь с социологами, с ребятами, для меня это проблема. У меня нет ответа на этот вопрос. Единственный ответ, вариант ответа, откуда мы с вами знаем, что женщины поддерживают Зеленского? Вот мы откуда с вами знаем? Нет, ну вот эти же все самые оголтелые там по соцсетям, за границей и внутри, которые комментируют что-то на камеру, они же все говорят: Зеленский с нами, Зеленский наш, мы его любим, вот он такой молодец, не сдался. Я, например, скажу вам, понятно, что вот этих девочек, которые модные, блогеры, пусть выглядит кто как хочет, меня это не касается. Меня касается другое. Вот недавно на Украине по крайней мере, была презентация нового телевизионного канала. Да? Американский телевизионный канал открыт на Украине, возглавила его Людмила Немыря. И я в этой связи поинтересовался у бывших коллег. Я говорю: а скажите, вы делаете разрез рейтинга, внутрипартийный? Да, делаем. А можете мне сказать, кто сейчас поддерживает Батьківщину? Они говорят там, все не скажем, но по сути тенденция та же. Так мне было написано. Тенденция та же. Что значит тенденция та же? Избиратели женщины в основе своей избирали не Зеленского и не Порошенко, а женщины стояли насмерть за косу, за Юлию Тимошенко. Если мне говорят, что тенденция такова, Саш, я снова-таки, видите, я же говорю, что, мы, смотрите, социальные сети, я говорю, там, какие-то члены партии Батьківщина, то есть мы ссылаемся на разные источники, поэтому у нас как бы и спор выходит, что нет, женщины, на мой взгляд, как поддерживают, так и поддерживают Тимошенко. Молодые девчонки, молодые женщины, или молодежь, которая, скажем, как бы я сказал, да, там, до 30 лет, вряд ли они поддерживают Зеленского. Тем более сейчас, да, выскажется, расскажет, напишет, но как только запахнет выборами, и им, этим милым девочкам, скажут, что они не будут голосовать, что голосовать будут только те, кто живет на территории Украины, и им надо вернуться в Киев, Сумы, Чернигов, Харьков, им надо вернуться, жить там и голосовать только там, я посмотрю, как приедут вот эти молодые, еще раз говорю, красивые, я вчера показывал в Шуме. А вот женщины Тимошенко, они... Я вчера показывал в Шуме вчера ситуацию с Гороховским, да, значит, вот он опубликовал вот этот пост, обратилась клиентка, видеофиксация, и встал вопрос, да,
почему ее отклонили, заблокировали счет, сказали в том, что у нее голова не мытая, типа пошутил, ха-ха-ха, а она стоит на фоне флага, типа российского. Вот сегодня Шарий нарыл, что это вообще беженка с Харькова, и там у нее вроде, ну, как опять-таки вот утверждается, это не российский флаг, она со Словении. Ну, просто так стало. Неудачно, что герба не увидели, понимаете? Ну, то есть, это же какой-то, просто какой-то позор. Если это правда, конечно. Ну, потому что словацкий, славянский, французский и русский флаги триколора, они практически одинаковые, да. Ну, это надо специалистом быть, знаете, там, чтобы высматривать и так дальше. Чем дальше от Украины проживают вот эти девушки, молодые женщины, тем они более патриотичны. Вот почему так? Вот почему так? То есть, знаете, ну а почему, если человек проживает там, я не знаю, в Великобритании или в Германии, почему бы ей не пошуметь? Почему я в это все не верю? Почему я в это все не верю? Я помню, как в начале войны широкомасштабные, как действительно объединялись и женщины, как они там ругались, как они рубали на себе, как они там против россиян, как они вот это. Что я вижу сейчас? Я вижу, в Италии идут Паралимпийские игры. Потому что вы уже вспомнили вот этого в каске, да, и ту партию, которую Пинчук и остальные качают, да, новую партию вот этих. Итак, вижу я Паралимпийские игры. Выходит сборная России с флагом, поет гимн России, играет. Ну, кто-то там пошумел, но никаких протестов, никаких драк. Да. Сборная Украины неплохо выступает. По-моему, там 3 золотых медали. Хорошо. Сборная России, по-моему, 2 медали золотые сегодня. По-моему, я не веду подсчет, не смотрю. Ну вот, скажем так, на Олимпиаде есть Китай, у них там больше медалей, и есть все остальные. Кто-то по 3. К чему я веду? Что это такое? Что это происходит? Российская сборная выступает, нету протестов. Украинская сборная выступает, нету протестов. Не цепляются, нету этого со шлемом идиота, который там ходит. Просто соревнуются, да соревнуются. Ну, просто правила ввели, да и все, понимаете? Правила не ругаться. Абсолютно правильно. Нужно четкое правило, не ругаться, понимаете? Нужно четкое правило, не ругаться. А будете ругаться, ай-яй, выгоним чертову мать. Да, вот не выступите. Выгнали этого, все, его выгнали. И тут спокойно сказали, стоп. Сегодня хорошо, что в парламенте там 3 калеки было, 2 чумы, не проголосовали, чтобы Бубку лишить Героя Украины. Это, кстати, тоже симптом, очень важный, что вы отметили, что я смотрел, но была интрига. Так кто все-таки на Украине герой? Вот этот, парень, которого я и фамилию его точно не знаю, или Сергей Бубка, при всех делах, что где он живет, это его право. Значит, кто больше не готов к завершению российско-украинской войны? 5% США, 8% Россия, 30% Украина, 58% все-таки Европа и Британия. Вот такие итоги нашего вопроса. Василий Дмитриевич, давайте, скажем так, несколько вопросов для вас от аудитории. Режим Блиц, максимально коротко, чтобы максимальное количество успеть. Здравствуйте, Василий, город Одесса. Василий Дмитриевич, когда сегодня в эфире вы затронули, так сказать, еврейский вопрос, позвольте мне задать вопрос на эту же тему. Скажите, пожалуйста, сопоставимы ли потери мирных славянских народов и потери еврейского народа во время Второй мировой? И почему никто не обращает на это внимания? Ведь намного больше сгинуло славян в концлагерях и во время жестоких бомбардировок и угнанные как рабсила на чужбине. Благодарю за ответ. Мира и добра. Спасибо большое за пожелание мира и добра, взаимно. Лехаем, как говорят в Одессе. Знаете, очень важные вопросы затронули. Юридически, действительно, еврейское общество и страны, которые тогда защищали как евреев, так и государства поствоенные, они смогли добиться главного. Они смогли на уровне международного права зафиксировать то, что называется геноцид. Заслуженно. Россия, мы, славянский народ, мы более моралисты, мы более нравственны, мы более прощаем. То есть характер, мне это кажется, это на мой субъективный взгляд, что, слушайте, наши погибли, мы им ставим памятники, но мы не делали это нарочито.
Я бы так, еще раз прошу прощения, вот свое мнение сказал. Ну и, конечно, сейчас, вот последние годы, я вижу, что есть тенденция к тому, что идут уже суды, в Российской Федерации идут суды о том, о признании геноцида ленинградцев, потому что мы были блокированы, вы знаете. То есть, мне кажется, с учетом опыта, с учетом того, что прошли мы, славяне, не поздно и сейчас узаконить это. Узаконить. Ну, Да. На это призыв властям. В Китае предатели Джан Юся и Лю Чжэньли, в Иране Исмаил Каани, а в России неужели нет таких, особенно на фоне последней информации о нескольких дворцах в Испании руководителя госкорпорации «Вертолеты России», спрашивает пользователь. Знаете, я давайте фамилию не буду называть, но скажу вам такое. Я достеменно знаю, сколько, по фактам, сколько вынесено приговоров или решений судов по коррупционерам внутри России. Сотни судов вынесено уже решения. Десятки идут. Некоторые публичные, некоторые не совсем публичные, но то, что называется пресечение коррупции внутри России, это недостоверно. Достоверно я знаю. Что касается вот этих ребят, которые вывезли капиталы и так дальше, я напомню просто фразу. Когда-то президент России Путин сказал: «Пыль». Помните, как он сказал? Угу. Бегая, защищая свои деньги. Вот сейчас и будете вот это вот... улыбаетесь, пыль летать, я от себя добавлю. Поэтому я уверен, что рано или поздно найдут всех, я безжален. Так, значит, друзья, вот такой еще вопрос давайте от Лины Востроиловой. Можно ли считать, что датчане все эти годы после Майдана отстаивали свои честь и достоинство, не согласившись с тем, что революционеры с танками и авиабомбами пришли их воспитывать и заставлять любить? Конечно, это лучше бы спросить у моих друзей из Донецка, которые пережили всю эту и переживают до сих пор. Вот. Скажу от себя то, что я знаю, и то, что я ощущаю. Я точно скажу, что на территории Донбасса и Донецка, и Луганска жили люди совершенно не с таким характером и совершенно другие, нежели те, которые жили на Галичине или на Западной Украине. Это просто, разные люди. Вот внешне мы одинаковы, а вот внутри это совершенно разные характеры, совершенно разные моральные устои. Вопрос гостю. Чат трансляции США-Россия. Анкоридж 1. США-Китай. Апрель-май в Китае. Анкоридж 2. США-Китай-Россия. Анкоридж 3. Конец года в США на саммите G20. Возможно ли вот такой календарь получится? Может, и снова в Анкоридже? Спасибо за вопрос. Я думаю, давайте мы не будем забегать прямо в конец года, хотя я готов и об этом порассуждать. Давайте мы остановимся на текущем событии, по крайней мере, месяц вперед, да, то, что нас ждет, прогнозируя. Мы знаем с вами, что готовится встреча Трампа и Си Цзиньпиня, руководителя США, руководителя Китайской Народной Республики. И, кстати, есть у меня такое ощущение, что вот кто победит в Иране, США или Китай, мы просто сегодня с Александром не зацепили тему Китая, но там есть свои интересы, и очень серьезные, я имею в виду, у Китая. Так вот, на встрече, представьте себе, значит, как будет выглядеть Трамп, если он придет на встречу с Си Цзиньпином проигравшим. И наоборот, как будет его встречать Си Цзиньпинь, если он в выигрышной позиции. Здесь вот на этом остановимся. Что касается России в этом треугольнике. Россия игрок. Как бы ее не хотели скинуть с этого пьедестала США, как бы, еще раз говорю, как бы некоторые руководители и представители Китайской Народной Республики не использовали Российскую Федерацию, Россия свое место достойно заняла и будет дальше занимать. Василий Вакаров был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо всем. Будьте здоровы.